SC Genius. Друзья, я всех приветствую. Сегодня поговорим об обновленных планарных наушниках от компании Tanzu. Модель наушников называется Detianwu Heyday Edition. Но сначала я покажу вам вот этот коврик для мыши, который идет как подарок к наушникам. Принт у него очень качественный, смотрится реально круто. Сзади он прорезинен, то есть на столе он не скользит. Я считаю, это очень крутой подарок. Но приходят наушники все точно так же в огромной такой коробке, но уже с обновленным дизайном. Этот рисунок, я считаю, выглядит действительно круто. Но сзади, как всегда, указаны технические характеристики наушников. За звук здесь отвечает 14,5 мм планарный драйвер. Чувствительность наушников составляет 100 дБ, и они получили 16 Ом импеданс. Имейте в виду, что на раскачку они довольно тяжелые. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Ну и первое, что нас встречает, это вот такое благодарственное письмо. Но здесь находятся наушники, они были надежно так зафиксированы, я достал их заранее, чтобы не тратить на это время. Смотрятся они по-прежнему довольно хорошо и в этот раз полностью изготовлены из алюминия. Вот так выглядит оригинальная версия для сравнения. Здесь был также пластик. И как мы видим, цвет они решили тоже поменять в Heyday Edition. И он стал таким более брутальным. Но по-прежнему собирает отпечатки на лицевой части. Я думаю, этот вариант будет более универсален для всех, так как на цвет оригинальной модели я встречал некоторые жалобы. Также обратите внимание, у наушников теперь имеется два акустических отверстия. Рядом с разъемом 2 пин. В отличие от оригинала, у него было установлено всего лишь одно отверстие. А второе находится вот здесь, рядом с таким соплом. Только теперь у него установлена вот такая металлическая сетка, когда у оригинала была такая тканевая черная сеточка, которая была просто приклеена. Я думаю, обновленный вариант мне нравится больше, да и смотрится это намного дороже. Тут также указан правый и левый канал соответственно. Ну а еще здесь имеется логотип Bad Guy Audio и компании Tanzu. А здесь находится довольно такой хороший комплект басовых и сбалансированных амбушюр. Точно такой же был в оригинальной версии, здесь нет никаких изменений и других насадок. Я думаю, эти амбушюры уже вы видите не первый раз. Они довольно хорошие, лично я использовал именно их. Вот так выглядят наушники с амбушюрами, я уже одел их. Ну и самое интересное находится именно в этом черном фирменном большом кейсе на замке, который очень удобен на самом деле. В нем нас встречает вот такой 4-жильный кабель синего цвета. У него очень удобные и правильно сформированные заушины. Указаны на разъемах 2 пин правый и левый канал соответственно. Установлен 3 в 1 сменный коннектор джек. Можно поставить балансный 4,4, обычный 3,5 и балансный 2,5. К качеству его вопросов вообще никаких нету. А вот так для примера выглядел кабель у оригинальных Detianwu. Тоже довольно хороший. Но теперь поговорим о звучании этих наушников. Использовал я их в связке с ЦАПом Topping G5. Вот так выглядит графика чиха этих наушников. Сам бас в них ощущается как чистый, хорошо контролируемый. Низкие частоты сосредоточены больше на сабасе с небольшим усилением удара в мидбасовой области. Ощущается это как скорее больше такой слегка мягкий и сглаженный удар, нежели энергичный и плотный удар, как в тех же 7 Гц Angel Ears Edition. Мне все-таки хотелось бы получить более усиленную атаку в Tanzu. Но тем не менее, сам бас стал более правильным и собранным. Улучшился его контроль. Теперь он не лезет на средний диапазон и не затмевает все под себя. Но что касается текстуры, то она также по-прежнему хороша. Эффекты дисторшена
и насыщение баса сатурации передаются отлично. Ну а вот средние частоты заметно подтянулись в сравнении с оригиналом Дзе Тяньву. Они стали более натуральные, достаточно хорошо собранные в пространстве и правильно сфокусированные. Ну и заметно подросла прозрачность и слоистость, а сами тембры стали более правильные. Хоть и присутствие вокала слегка сглаженное и немного ощущается сухим, но зато он не так утоплен, как в тех же 7 Гц. Женский вокал теперь звучит более насыщенно и проработанно, в то время как мужской вокал стал еще более чистым и не таким темным. Большее количество воздуха определенно положительно сказалось на этом диапазоне и помогло раскрыться вокальной части и инструментам. Ну а ударные совсем слегка подчеркнуты, они не вылезают вперед и не берут на себя много акцентов, просто отлично дополняют всю композицию в целом. Ну а высокие частоты в Дзе Тяньву Хэйдэй тонально теперь стали немного холодными, но зато не такие мрачно темные, как в оригинальных Дзе Тяньву. Появилось заметно большее количество воздуха, подросла четкость и разрешение, и даже иногда я слышу легкий намек на искристость. Но он не ощущается, как в тех же 7 Гц или Shure RS-12, где прямо в некоторых моментах они начинают уже злостно ярчить. Порадовало меня то, что Хэйдэй можно слушать долго. Да, они не так уходят в аналитику, как 7 Гц, и менее техничные, чем BGVP NS10, они не утомляют, отыгрывают материал спокойно и без напряга. Хай-хет и крэши стали более акцентированы, но этот диапазон по-прежнему ощущается сбалансированно. Инструментальная и классическая музыка теперь звучит куда богаче на обертона, а проработка хвостов от реверберации заметно улучшилась. Они стали еще более продолжительны, но все-таки мне бы хотелось получить еще больше воздуха и техничности в этом диапазоне. Ну а теперь, что касается звуковой сцены, она достаточно широкая, но не широченная, как в тех же Shure S12. Они ближе к 7 Гц. Но я не могу сказать, что это плохо, так как Хэйдэй скорее несет более правильную и честную прорисовку и разделение образов в глубину. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Дзе Тяньву Хэйдэй получились хорошими планарными наушниками, которые уже получили более взрослое и правильно сформированное звучание, нежели деликатное и басовитое, как оригинальный Дзе Тяньву. Это обновление мне нравится больше, и сейчас я использую именно эти планарные наушники. В целом они подойдут под многие современные жанры, но я бы не советовал нагружать их чем-то тяжелым, и имейте в виду, что для них нужен очень мощный источник для их полного раскрытия. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Всем пока!